Волки окружили раненого парня, он думал, что это конец, но случилось невозможное. Однажды в августе 2005 года Алекс, владелец фермерского ресторана, отправился в горы ловить кроликов для бизнеса. Однако во время прогулки по лесу ранним утром с ним случилось нечто неожиданное. Он почувствовал небольшой озноб. Как раз в этот момент он услышал вдалеке голоса в траве. С тихим скулежом показалась голова волчонка. Алекс увидел, что волчонок не очень большой, и осмелился поскрести траву вокруг него. Он обнаружил, что у волчонка сильно кровоточило, и по всему телу были видны следы укусов других животных. Алекс наблюдал за волчонком и видел, что он был ранен так сильно, что если ему не оказать медицинскую помощь, он может скоро умереть. Итак, он медленно взял его на руки и спустился с горы. Вернувшись домой, Алекс взял кусок тряпки, расстелил ее на полу и положил на нее волчонка. Затем он пошел в комнату и достал аптечку. Он достал марлю и осторожно вытер раны волчонка, а его отец помог ему перевязать волчонка. Алекс спросил, чем кормить волчонка, и его отец нетерпеливо ответил, что волки определенно едят мясо и предпочитают курицу. Алексу это показалось жалким, поэтому он немедленно вышел, а через некоторое время оказался во дворе и сказал своему отцу, что хочет, чтобы он взял волчонка к себе. Он сказал, что у них в доме было много кур, поэтому он убил одну, чтобы накормить своего волчонка. Затем они положили курицу и волчонка вместе, и через некоторое время волчонок медленно пожирал тушку курицы. Под заботливым присмотром Алекса травмы волчонка постепенно восстановились, и он сильно подрос. Каждый раз, когда Алекс кормил его, он всегда тесно прижимался к Алексу, как будто Алекс был его родственником. Хотя волчонок был очень послушным, учитывая характер волка, Алекс часто брал его с собой в горы и обучал охотничьим навыкам, чтобы он оставался диким. Алекс решил подождать, пока волчонка выпустят обратно в лес, когда он выздоровеет. Однажды утром, 3 месяца спустя, Алекс покормил волчонка и повел его в лес. Он отвел волчонка на поросший сочной травой луг на полпути к вершине горы. К удивлению Алекса, волчонок по-прежнему отказывался уходить, так что первое освобождение провалилось. Алекс подумал, что, скорее всего, они подобрались слишком близко. Во второй раз он повел его вглубь гор. Добравшись до глубоких гор, волчонок пошел впереди Алекса. Алекс мысленно попрощался с ним, затем повернулся и тихо ушел, беспокоясь, что волчонок следует за ним по пятам. Алекс спустился с горы так быстро, как только мог, но когда он вернулся домой, открывшееся перед ним зрелище потрясло его. Волчонок вернулся домой раньше него. Увидев, что Алекс тяжело дышит, волчонок, казалось, решил, что победил, и забегал по двору. Алекс чувствовал себя беспомощным, но не сдавался, и начался 3-й выпуск. Алекс взял из дома мешок и положил в него волчонка. Затем отвез его на мотоцикле в лес за 5 километров и выпустил на волю. Он позволил ему уйти обратно в лес и больше не возвращаться, поэтому помахал рукой домой. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем волчонок снова появился на пороге своего двора. У Алекса не было другого выбора, кроме как оставить его дома и подумать о том, чтобы найти новую возможность, прежде чем выпускать его в свет. Однажды утром Алекс кормил кур во дворе. Как только он вошел во двор, то обнаружил, что все куры были мертвы, а клетка с цыплятами открыта. Алекс понятия не имел, что происходит, и недоумевал, почему цыплята сдохли. Он поспешно попросил отца проверить, что произошло. Волчонок уже давно жил у них дома, но в то время ничего подобного не происходило. Все цыплята были мертвы, но их не забрали, и они подумали, что, возможно, они убивали цыплят не для еды. Они все еще были озадачены. В ту ночь ни Алекс, ни его отец не спали, но остались в доме, чтобы посмотреть, как умирают цыплята. После долгого ожидания во второй половине ночи они услышали необычный шум со двора. Они тихо вышли из дома с длинными шестами, которые приготовили заранее. В доме волчонка тоже, казалось, раздавались какие-то звуки. Они подошли и выяснили, что это оказалась Ласка. Они уже собирались выйти вперед, когда волчонок вышел из дома к Ласке, гордо поднял голову и завыл. Затем он бросился к Ласке и подрался с ней. Телосложение Ласки было ничуть не меньше, чем у волчонка,
Но у волчонка было преимущество, из-за которого Ласка проиграла после битвы. Волчонок в конце концов победил, но снова был ранен. Алекс хорошо заботился о волчонке, и вскоре он выздоровел и некоторое время жил в доме Алекса. Волчонок хорошо выздоравливал, поэтому они решили, что пришло время отправить его домой. На этот раз волчонок, казалось, понял добрые намерения Алекса, поэтому постепенно ушел. Волчонок вернулся в лес, но Алексу было трудно забыть время, проведенное ими вместе. 2 года спустя бизнес фермерского ресторана Alex's Farm становился все лучше и лучше, и люди часто хотели полакомиться мясом дикого кролика. Так что Алекс стал чаще подниматься в горы. В то время путешествие было недалеким, но идти было нелегко. Коротко попрощавшись с отцом, Алекс отправился в лес с инструментами. Но тогда опасность надвигалась тихо, без всякого предупреждения. Внезапно позади него раздался звук ломающейся большой ветки, и с ветки посыпался снег. Как только он повернул голову, большое дерево позади него упало прямо на него. Неподготовленный, а снег был слишком скользким, у него не было времени увернуться от падения. Упавшее дерево придавило его ноги, и боль мгновенно распространилась по всему телу. Алекс обильно вспотел. После борьбы, возможно, из-за ноющих ног или спешки, что бы он ни делал, все было напрасно. Дерево все еще давило ему на ноги, не давая пошевелиться. Время поджимало, и Алекс хотел дождаться, пока кто-нибудь придет и спасет его, но считал это маловероятным. Даже если бы кто-нибудь нашел его, он бы замерз насмерть или был съеден дикими животными. Алекс не мог пошевелиться под деревом в снегу, поэтому ему становилось все холоднее и отчаяннее. Он закрыл глаза и стал ждать смерти. Вскоре раздалось несколько волчьих завываний. Алекс подумал, что у него галлюцинации, но изо всех сил попытался открыть глаза, чтобы посмотреть на источник звука. Он увидел волка, стоявшего невдалеке. Алекс был потрясен и в отчаянии. Ему оставалось только снова закрыть глаза и ждать смерти. Долгое время не было слышно ни звука. Он просто почувствовал, что большое дерево, давившее ему на ноги, казалось, медленно сдвинулось с места. Он снова недоверчиво открыл глаза. В это время стая волков грызла ветки и тащила дерево, которое опиралось на его ноги. Он задавался вопросом, пришли ли они, чтобы спасти его, хотя и чувствовал, что вероятность этого очень мала. У него появился проблеск надежды. Один из волков увидел, что он открыл глаза, и подошел к нему. Волк быстро встал рядом с Алексом и лизнул его в посиневшие от холода щеки, отчего Алекс почувствовал себя еще более странно. Ему стало интересно, подумал ли волк, что он грязный, и захотел ли вылизать его дочисто, прежде чем съесть. Затем он лизнул его руки и продолжал повторять это действие. Выражение лица волка было мягким, и он почувствовал, что глаза волка показались ему чем-то знакомым. Алекс вспомнил, что волк, которого он спас, тоже был выпущен на свободу на этой горе. Он задался вопросом, был ли это тот волк, которого он спас раньше. Алекс почувствовал некоторое облегчение, подумав об этом. Волк все еще облизывал его щеки и руки, отчего Алексу стало немного теплее. Казалось, что таким образом волк согревал его. В это время волки все еще тащили дерево, которое давило ему на ноги. После долгой и кропотливой работы волки, наконец, оттащили большое дерево в сторону. Так что Алекс вздохнул с облегчением. Его ноги напряглись под давлением дерева, но волк увидел, что Алекс все еще не может пошевелиться и лежит на земле, дрожа. Итак, он поднял голову и завыл, и все волки поблизости собрались вокруг. Они лежали рядом с ним, словно желая согреть его своими телами. Со временем Алексу стало теплее, и его руки двигались свободно. Он с трудом сел, проверил свои ноги и не обнаружил ничего серьезного, просто онемевшие и неконтролируемые. Поэтому ему приходилось продолжать растирать ноги обеими руками. После некоторого растирания его ноги наконец пришли в сознание, и он едва мог стоять, что его очень обрадовало. Только тогда он оглянулся и понял, что волки ушли, оставив на снегу только свои следы. К тому времени, когда он, пошатываясь, добрался домой, было почти темно, но в конце концов он благополучно вернулся домой. Его спасли волки, и он подумал, что это, возможно, Божья награда для него. Если бы он не спас волчонка и не выпустил его на волю, тот мог бы погибнуть.
К тому времени животные уже за многое отплачивают, и чувства присущи не только людям, но и животным тоже.